И снова с вами канал Мы Дачники. По плану у меня сегодня на ужин очень быстренький рецепт пирога с капустой. На столе все, что нам понадобится для этого случая. Вот здесь у меня все, что надо для начинки. Капусту я сейчас нашинкую на шинковке. 2 яйца отварю, а тушить буду в молоке капусту. От этого она будет нежнее и вкуснее, со сливочным вкусом. Капусточку я нашинковала. Сейчас просто вот присаливаю и жму руками. Уже пускает сок, просаливается. Очень даже неплохо. Еще немножечко. Так, тушить я буду в мультиварке, а вы можете, в принципе, и на сковородке. С высокими бортиками. Так. Программу я выставила мультиповар на 1 час. Ну, капуста может стушиться и гораздо раньше, просто за ней надо наблюдать. Внизу я смазываю буквально немножко растительным маслом в чашу и выкладываю туда капусту. Заливаю пока стаканом молока, здесь 300 мл, и закрываю крышечку. Перед приготовлением минут за 15 я поставлю на мультичашу корзинку и положу 2 яйца отвариваться на пару. Так, время у нас вышло, и яйца сварились. Чем мне нравится мультиварка, можно и то, и другое делать одновременно. И вот капусточка вся уже готова. Сейчас откину на дуршлаг, и надо, чтобы начиночка остыла. А яйца отварные в остывшую капусту просто произвольно порезать. Пока начинка у меня остывает, делаем тесто. 2 яйца разбиваем в мисочку удобную. Небольшая щепоточка соли сюда. И погруженным блендером просто перемешиваем. Так, здесь у меня майонез собственного приготовления. Ссылку на него вы увидите вверху экрана. Сюда в яйца кладем 6 столовых ложек майонеза. И тоже все перемешиваем. Теперь пол чайной ложечки соды или любого разрыхлителя. И начинаем вводить муку. Тесто должно получиться как густая сметана. Нижний слой теста вот уже поместила я в формочку, смазанную очень хорошо сливочным маслом. Сейчас буду делать в той же мисочке верхний слой теста. Точно так же 2 яйца. Тут уже без соли. Тут без соли, тут сахар у нас будет главный. Где-то половинка вот такая вот столовой ложки. Ну и опять майонез. Тут у меня получается 5 столовых ложек. Ну, это несущественно. 5-6 столовых ложек. И опять все перемешиваем. Так, опять добавляем, ну, я щепоточку соды, где-то так. И тоже на глаз, ну, тоже где-то 5 столовых ложек просеянной муки. Все, тесто наверх готово. Это я доделываю начинку. Капуста уже остыла. Отварное яйцо мелко режем просто. Итак, капусту перемешиваем с отварным яйцом. И наша начинка готова. Теперь начинку выкладываем на слой теста. Аккуратно все разравниваем, чтобы было везде равномерно. Теперь на начинку просто выкладываем масло сливочное. Духовка у меня уже прогрелась.
Так, и сверху выливаем оставшееся тесто, которое у меня было сделано наверх. Аккуратненько, тонким слоем распределяя по всей поверхности начинки. Так, все ровненько распределили. Теперь посыпаем кунжутом. Все, и ставим в духовку, прогретую до 180 градусов. Поставила пирог на среднюю полочку. Режим вверх-вниз конвекция. 180 градусов, 30 минут выпечки. Ориентируемся на свою технику. Смотрим, возможно, будет раньше готов пирог, а возможно, еще надо будет допечь. Ну вот, ровно полчаса прошло, пирожок испекся. Давайте будем резать острым ножиком и смотреть, что у меня получилось. Так, чтобы все четко было. Ну, теперь можно лопаточкой. Ну, такой пирожок получился. Тесто получается такое ощущение, что оно вот как слоеное. Ну, такого плана. Вот. Лучше сначала крайнее вынимать, чтобы не нарушить. Много начинки, мало теста и очень сытный. Ну, а на этом, пожалуй, все. Всем пока-пока, приятного аппетита!